Друзья, всем нашим по привету. С вами канал Рыбалка с братьями Билан. И в этом ролике мы продолжаем делиться нашими супер секретами. В этом ролике вы узнаете об одной очень убойственной, просто нереальной оснастке, которая ловит рыбу в самых сложных условиях. Это может быть и лето, жара, это может быть зима, холодная вода. Просто убиенная оснастка, с которой вы начнете ловить очень много рыбы. Во-первых, узнаете что-то новое, если вы не знали. Это дропшот. И в этом ролике мы покажем, как его собрать, какие материалы для этого нужны, как им ловить. И увидите результат в этом видео. Посмотрите, какой красавец. Почему дропшот, почему вот так вот все сложилось? Где этот самый известный микроджиг? Из-за того, что у нас были свои определенные установки в нашем спорте, не ловили на эти оснастки, но знали, что в Европе она очень популярна. И эта тема реально ловит пассивную рыбу, так как она позволяет сделать анимацию и заставить вашу приманку стоять на месте пелагически, как это делает, например, воблер суспендер, и шевелить. И если вы владеете какими-то интересными техниками анимации приманки, то вы с этой приманкой, с этим монтажом будете просто разрывать все водоемы. Итак, друзья, на прошлой рыбалке погода не дала возможности снять, как я собираю монтаж для дропшота. И сейчас я, в принципе, погода наладилась, покажу, как я это делаю. В основном я использую флюр в диаметре 0,25-0,27. Вот сейчас у меня флюорокарбон 0,26 мм. Считаю, что это самый оптимальный диаметр для дропшота. Неважно, какой пассивности рыба. Пассивная она или активная, мелкая она или крупная. 0,26 мм самый оптимальный флюорокарбон, который будет хорошо держать натяжки, держать узел, во-первых, будет держать ваш крючок в правильном положении. Он будет крепкий, вы можете хорошо затянуть узлы, чтобы ваш крючок стоял именно четко, то есть параллельно дну. И сейчас мы его соберем. Для этого я сразу не буду откусывать флюорокарбон. Я отмотал плюс-минус вот так вот сантиметров 70. Сейчас найдем крючок правильный для дропшота. Крючок сейчас использую 6 номера, но скажу вам сразу, вам это ни о чем не скажет, потому что крючки я выбираю не по номеру, а визуально. Подходит он мне или нет. Вот он маленький, 6 размер заявлен. То есть маленькому окуню он влезет в пасть. Все, мне этого достаточно. Крупный окунь тоже засекается, если у вас хорошего качества крючок. Рекламы никакой в этом видео не будет, поэтому название вы не услышите. Уже видно, BKK. Итак, вот наш флюорокарбон, я еще его не откусил пока. Он лежит у меня здесь в сумке. Пропускаю крючок я. Пропустили в ушко. И сейчас будет момент один, как я буду привязывать сам крючок. То есть оставили запас. Этот запас у нас останется для... здесь у нас будет цепляться грузило. Итак, берем крючок наш. Вот он висит у нас на флюорокарбоне. И делаем вот такой вот момент. Раз, и прокрутили. Все, держим вот такую вот петелечку, видите? И теперь начинаем перебирать пальцами и обкручивать вот эти два моментика, вот так вот просто обкручивать между собой. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ребята, смотрите, тут не будет четко видно, как это все происходит. Самое главное, я вам рассказываю про диаметры, про размеры. Узел вы найдете в интернете спокойно и научитесь его вязать. Все, у нас получилась вот такая вот темка. И теперь мы смачиваем хорошо с обоих сторон слюной и медленно затягиваем подконтрольно, чтобы с каждой стороны узел затянулся у нас плотно и не было никаких петель у нас. Все, и теперь смотрите, крючочек поправили немножко и медленно затягиваем. Затягиваем, затягиваем. И периодически я поправляю крючок лично. Так вот его выставляю немножко. И затягиваем. То есть затягиваем. Видите, у нас затягивается хорошо узел. И при этом петли никакие у нас лишние не выступают.
Затягиваем, затягиваем, затягиваем. Хорошо. Еще раз смочили, чтобы узел был у нас максимально плотный. Чем плотнее будет узел, тем ваш крючок будет стоять всегда в натянутом положении. Вот в таком вот натянутом положении. Сейчас поправим его немножечко. Вот, все. Крючок у нас привязан правильно. Далее, что мы делаем? То есть это лайфхак от братьев Билан. Лично как делаю я. Все, вот где-то вот столько я отступаю места. И здесь я вяжу петельку. Друзья, смотрите, на конце у нас петелька. Далее у нас идет крючок. И здесь мы оденем сейчас специальный груз с клипсой. Для чего я делаю петельку? Для того, чтобы быстрее менять мои оснастки. Например, я сегодня пришел ловить на классический джиг, то есть чебурашка, там джиголовка, неважно. Не клюет. Я снимаю приманку с моей застежки и одеваю эту просто петелечку на мой готовый флюорокарбон с застежкой и продолжаю ловлю уже на дропшот. Перестала клевать на дропшот или я решил его заменить. Я его просто снимаю с моего спиннинга и беру, например, вот такой вот мотовило. Видите, у меня здесь уже есть собранный дропшот, но это на флюорокарбоне потолще, на 0,33. Я просто беру, вот так его раз, заклипсовал и сложил. Все. И заклипсовал его. Видите, все очень удобно. Поэтому я делаю всегда петелечку и использую дропшот именно вот так. Теперь мы возьмем специальный грузик для дропшота. В данном случае я буду использовать вес, скорее всего, 5 грамм. Считаю его самым оптимальным. Так, пятерочка. Берем пятерочку. Это, правда, китайские грузики. Их нужно дорабатывать, но неважно. Видите, у них идет такая клипса. Увидели, да? Клипса идет. Для чего нужна клипса? Можно использовать грузило с вертлюжком и привязывать намертво. Но я люблю использовать дропшот именно по назначению. Когда я использую грузило с клипсой, я могу корректировать высоту, можно сказать, поводка, высоту крючка. Например, половил я, например, окунь стоит высоко. Я грузик перетянул, поставил так. Например, окунь стоит у дна и максимально пассивный, я могу уменьшить высоту поводка и поднять грузило. Как я клипсую, смотрите. Я пропускаю остаток флюра в петельку, определяю нужную мне глубину. Например, вот я считаю, что оптимальная вот сейчас высота крючка это где-то вот сантиметров 25. И беру, клипсую, смотрите, я просто затягиваю раз, флюорокарбон, и все. Край я этот не откусываю, он никак не влияет на количество поклевок, рыба его не видит. Но он позволяет вам, например, в какой-то момент просто увеличить высоту крючка. Все, монтаж дропшот готов. Очень убойная снасть, я вам скажу. И не только на холодное время года, также и летом показывает шикарный результат, особенно когда жара. Рыба максимально пассивная, поэтому берите на вооружение, а мы продолжим рыбалку. Ты видишь, как на дропшот, Артур? Да. Ничего не работает. Работает Хороший именно окуняра. дропшот. Да, хорошенький окунечек. На паузе клюнул. Видишь? Шикарный. Видишь, все четко. Ну, чуть-чуть губку ему порвал, но рыба доставлена на берег. И приманка, смотрите, она одета за краешек, и с ней никаких проблем. Шикарный окунь, именно прям бомба. Артур, по твоему мнению, какие лучше всего приманки работают на монтаже дропшот? Пассивные или активные? И почему? Для дропшота подходит как пассивный, так и активный, в зависимости от обстановки. Это как и в классическом микроджиге, то есть можно использовать как и виброхвосты, твистера, так и использовать пассивные всевозможные слаги. В моей коробке это так, чисто такая коробка на экспресс-рыбалку. Есть как активные приманки, это вот такие вот слаги, так есть и виброхвосты. Видите, это для, если рыба будет активной. Также у меня есть и пассивные приманки, типа вот таких вот слагов ребристых. Также есть какие-то всевозможные рыбки небольшие. То есть это приманки, когда рыбалка максимально трудовая. И нужно будет поработать в определенных точках с длинными паузами, с шевелениями на дне. Именно подходят пассивные приманки. А активная приманка отлично подходит, когда окунь среднеактивный. И мы не делаем длинных пауз, мы делаем просто короткие шаги, либо протяжки, либо рывковые шаги.
и приманка уже сама играет, ее элементы активно играют. А в данном случае, когда мы ловим пассивную рыбу, мы создаем всю анимацию полностью движением рук, используя наше удилище. Что по проводке? Давай по базовым проводкам для начинающих и также для поиска активной рыбы. Вот основные проводки, какая будет первая? Базовая проводка — это двойной подрыв, максимум в 1 оборот катушкой. Старайтесь сделать в 0,5. Двойной подрывчик. И пауза. А пауза сколько секунд должна быть? Срежешь это, потому что у меня сопли потекли. Ага, я понял. То есть пауза, но упала на дно, секунду подождали. Поехали. Двойной подрывчик. Двойной подрывчик. Потом уже, когда вы уже изучили эту классическую базовую проводку, которая больше подойдет для активной рыбы. Блин, поклевка была хорошая. То добавляйте во время паузы просто такую легкую дрожь кончиком удилища. Тык-тык-тык-тык-тык, пошевелили. И остановочка. И слушаем всю информацию по удилищу. Потому что часто после шевеления происходит поклевка на паузе. И пошевелили. Раз, пауза. Пошевелили. И слушаем. И окунь часто вот как раз сделали эту анимацию, и он отдает в руку так четким тычком. Тык. И мы просто всекаем рыбу. Артур, расскажи, а в чем вообще отличие в проводке? Вот если брать микроджиг классический и ловлю на дропшот. В принципе, по технике проводки все то же самое. Просто в данном случае я знаю, где стоит крупный окунь. И там я могу позволить больше задержаться на проводке. Могу позволить дольше держать ее на месте, дольше перебить ее. В принципе, все по технике ловли то же самое. Вот он, пожалуйста, в прямом эфире, как говорится. Ну, не такой крупный, конечно, но, блин, ребята, сейчас просто все курят. Просто нервно курят. А мы ловим вот таких вот хороших речных окуней. Смотрите, дропшот, пятерочка. И приманка одета за краюшек. И вот такой вот окунь. Класс. Рыбка клюнула на паузе, я пошевелил приманкой на месте. Да, Он пожалуйста. очень с хорошим И сегодня ударом. рыба реально плохо клюет. И глянь, Артур, окунь, кстати, очень хороший. Да, хорошенький окунек. Хорош. Очень хороший окунь. Хороший окунь, да. Пожалуйста, ребята, дропшотик. Да, я поставил небольшую приманку пассивную в ультрафиолете. Это наш один из самых любимых цветов. Пятерочка у меня дропшот. Да. И на бровке с хорошей поклевкой клюнул этот кабанчик. Красавец, да. А ты можешь назвать этот монтаж ну, самым, наверное, универсальным при ловле окуня? Или это все-таки монтаж, который работает в определенное время года? Но этот монтаж, в принципе, показывал хорошие результаты и летом. Я делал результаты на определенных соревнованиях, когда были жаркие дни, и рыба пряталась где-то под мостами, под лодками. И там лучше всего работала именно вертикальная анимация, и дропшот лучше себя всего проявлял. То есть он позволял приманке после анимации оставаться неподвижной где-то в каком-то горизонте, и пассивная рыба легко атаковала, плюс не было лишних элементов у приманки. Поэтому он подходит отлично и для лета, когда особенно жаркие дни, и также для холодного времени года. Практически все холодное время года. Друзья, и одна из особенностей ловли на дропшот — это то, как мы одеваем нашу приманку на крючок. Я изначально, когда начал ловить на дропшот, немного скептически отнесся к тому, что многие профессиональные также рыболовы, у которых я это также увидел в свое время, одевают часто приманку именно за краюшек, то есть как мы одеваем опарыша на крючок.
И я всегда думал, как, ну, это же реализация слабая, приманки будут отрываться. Но как только я попробовал ловить на дропшот в сложных таких суровых условиях, я увидел, что это никак не влияет на поклевки, на реализацию. То есть рыба, такой монтаж, более уверенно глотает целиком в пасть. То есть даже мелкий окунь заглатывает эту приманку целиком и засекается четко крючком за пасть. Он не отрывает, он не пытается оторвать эту приманку, потому что он тут не чувствует никакого сопротивления. Он просто заглатывает всю добычу целиком. И в данном случае я использую активную приманку и хочу сейчас ее заменить на пассивную, на более мелкую. И сейчас я вам покажу, как я это делаю. Так, приманку спрячем. И возьмем, вот у меня есть одна пассивная классная приманка, обожаю ее. Она именно чисто разработана для ловли на дропшот, но это тоже не панацея. Я ловлю также на классические микроджиговые приманки. Видите, это такая маленькая рыбка. И у нее такой вот хвостик интересный. Я просто беру приманку и одеваю как опарыша. За краюшек. Просто за краюшек. Все. Смотрите, наша приманка готова. Играет очень классно, и окунь глотает это все дело целиком. И при этом вроде крючочек небольшой, но спокойно вы реализуете поклевки окуней там 300, 400, 500 грамм легко. Но при этом и мелкий окунь более жадно хватает эту приманку, так как она не огружена, тут нету лишних элементов. И проводка на дропшоте максимально реалистична. Друзья, если это видео для вас было полезным, ставьте обязательно жирный лайк. Те, кто не подписались, подписывайтесь. Я вам сразу скажу, ваши лайки, ваши комментарии, ваши подписки нас подбадривают для создания нового контента. Поэтому поддержите наш канал всеми силами, и мы всегда будем оставаться с вами. Да, и мы продолжим делиться с вами этими тонкостями, секретами спиннинговой ловли. Да, ну а с вами был канал Рыбалка с братьями Билан, рубрика «Облови себя вчерашнего», и до новых встреч на водоемах. Пока. Пока.